какая-нибудь подружка косо посмотрела, раз, знаешь, и все в жизни там, в общем, пошло, да. При этом так интересно, что нам предлагают как будто сделать то, что мы не делали раньше. Бессознательно. Я ж не знаю, что сознательно ты делаешь, что покровителя себе шаманишь. Ты думаешь, что вот люди видят, как мне хреново, и притянут мне руку помощи. Идем дальше, живем дальше. Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. Сегодня будем работать на Таро бездна. Бездна, без дна. Так. Это просто думаю, что вам рассказать. Ну, я просто только что сняла расклад на Монара. И такая, знаете, немножко как вот прибитая пыльным мешком, потому что очень давно уже не снимала общие расклады. Понятно, что это все выйдет в закрытой зоне. Я не хочу издеваться над колодами, не хочу там затыкать себе рот, опять же, вот эта метафора подбирать, потому что вдруг будет оскорбляться, понимаете, кто-то там, да. Люди же всякие, и бывает осеннее обострение, бывает зимнее еще. Ну и плюс еще особенности цензуры. И я вот что-то не хочу там не под горячую руку попадать, не тратить туда энергию, поэтому я это вела все в закрытые расклады и сняла расклад на его тайны. Как бы я бы, правда, могла бы снять более откровенный расклад, но, опять же, видимо, слишком привыкла ходить, да, там по лезвию бритвы достаточно давно, поэтому, да, опять же, была деликатна, но вот посмотреть можно в закрытых раскладах. Закрытые расклады, напомню, что я ввела под подписку, но подписка минимальная, да, подписка минимальная там, по стоимости, условно, библиотеки. Самый минимальный уровень для того, чтобы, опять же, сосредоточить тех, кому надо смотреть, да, и никто там будет потом рассказывать мне, что же я должна снимать, и, да, и как кому там понравится, и что-то, и какой я там стала, и прочее. Нет, я хочу снимать для своей аудитории. Вот, а моя аудитория понимает ценность моих раскладов, соответственно, и понимает, что это нужно вводить в закрытый доступ, чтобы была более ламповая атмосфера, да, и как бы и понимает, что меня просто могут заблокировать на YouTube за Монара, потому что там есть откровенные сцены, откровенная прорисовка, да, женских тел, мужских тел. И как бы люди, которые меня любят и уважают, не понимают, почему я все это увожу. В закрытый доступ те, кто не понимает, ну, может быть, сейчас поймете, ну, или опять же, вот, объяснила, в общем, позицию. Ну, там интересно. Там интересно, потому что там немножко психологического портрета, отношения к вам. Монара, знаете ли, прям скрывает, да, наизнанку всякие разные нюансы. Все три получились познавательные, интересные. Поэтому welcome. Закрепленный комментарий под этим видео покажет, как попасть. Ну что, давайте смотреть, что же вам необходимо знать прямо сейчас. Мы с вами будем работать на Таро бездна. Оно черно-белое, оно красивое достаточно. Мне нравится рисовка этой колоды. Быка не читала, опять же, каюсь. Надо бы, конечно, это сделать. Потому что говорят, что там много интересного в быка, но я вот еще не читала, поэтому работаем по этому. Хочу сказать о том, что в этой колоде несколько вариантов, по-моему, силы, башни и десятки мечей. Но могу ошибаться относительно старших арканов, по-моему, там 2 башни было, 2 десятки мечей точно. И они здесь присутствуют. Ну, то есть я работаю на полной колоде, я как бы дополнительные не убирала, и кто-то мне из мальчиков, ну, там просто вот этот мужчина писал, мальчик же, написал в комментариях о том, что вот мне кажется, или там 2 карты, да, десятка мечей, немножко в разных вариантах. Так, десятка мечей, 3 мечей точно еще есть в разных вариантах. Вот оно все в колоде, поэтому, в принципе, да, она может встретиться. 3 мечей дважды, десятка мечей, что там вот эти парные карты, они-то все есть. И, в принципе, это не мешает нам смотреть. Чуть не сказала гадать, хотя не люблю это слово. Называйте как хотите, потому что для кого-то это предсказательная практика, а для кого-то это просто одна из типологий, которая позволяет больше узнать себя.
Для кого-то это магия и мистика, потому что непонятно, как же так случается, что на общих раскладах, да, вытаскивается достаточно точная информация. Ну, опять же, посмотрим, что же нам хотят сказать по этому поводу, что вам нужно знать прямо сейчас. А в каком ключе будет расклад, я не знаю. Он может быть как практический, так и метафорический, в зависимости, наверное, от того, как вы готовы слышать. Выбирайте камень-проводник, и этот камень приведет вас, да, откроет дверь, ну, ваш текущий расклад, да, под тайм-кодом, да, спрятано начало вашего видео. Зеленый, синий и оранжево-коричневый. Единички, я вас приветствую. Здрасте, здрасте. Что там, как у вас дела? Расскажите. Сейчас, на самом деле, сильно же меняется энергетический фон, потому что конец года и прочее. Давайте буквально одной картой и посмотрим, что же с вами происходит, да, в каких энергиях находитесь и прочее. Ну, слушайте, у кого-то, наверное, может продолжаться ретроградный Меркурий по шестерке чаш, да, ощущение воспоминаний, может быть, у кого-то будут всплывать родовые истории, может быть, истории, которые необходимо решить с семьей, но это может быть еще положительный момент, потому что надвигаются праздники, и вот мы думаем, там, все эти подарочки, да, и прочее. Позвоните родителям и так далее. Шестерка чаш. Знаете, может быть, кого-то накрыло ощущение одиночества ближе к концу года, и очень хочется семьи. Но опять же, вот видите, шестерка чаш нам говорит, что карта семейная. Давайте посмотрим. Ну, побольше трактует ее как семейная. Давайте посмотрим, вам от этого радостно или не очень. Да? Вам от этого радостно или не очень. Ну, не очень, соответственно. Вот есть ощущение ностальгии, есть ощущение, что вы, правда, можете заглядывать в семейный альбом. Да, тройка мечей, шестерка чаш, ощущение разбитого сердца, потому что, может быть, вы не удержали чувства, может быть, вы сейчас смотрите на пары и тоже хочется какого-то тепла, да, может быть, взаимности, вот, в общем, такая история. Но при этом тройка мечей, ощущение разочарования, ощущение утраты, ну, там как бы нет этой пятерки чаш. Сейчас посмотрю, еще одну карту мне буквально нужна. Невозможно сожалеть по бывшему, а сожалеете по теплой связи рождественской, например, когда там, допустим, папа мог дарить какие-то подарки, да, то есть мы выросли, вот как бы хотелось бы вот это ощущение, да, волшебника в голубом вертолете, если, например, у нас папа выполнял роль этого волшебника, а тут вот какой-то вот момент разочарования, да, но, может быть, ситуация связана, опять же, с тем, что у нас родители, к сожалению, не молодеют, и мы можем видеть, там, допустим, болезненные состояния, там, наших близких, еще что-то такое. Опять же, король мечей, поскольку расклад общий всегда у нас символизирует фигуру, это сама по себе ситуация может еще означать ваш развод. То есть вы можете стоять на пороге развода, да, или задумываться об этом. А кто-то, кстати, может направить документы бывшему, к примеру, да. Ну, то есть потому что здесь вот по тройке мечей еще я могу читать связь с документами, и нужно что-то грамотно составить, эту связь. Здесь еще какой момент может быть? Момент сепарации, когда вы отправляете свободное плавание с, допустим, насиженного уже годами, да, места работы. Просидели вы тут уже долгое время, вроде как нужно идти дальше, и себя не хотите отпускать, и коллектив, может, вас отпускать не хочет. Но это, наверное, какие-то хорошие, да, изменения, что там будущее говорит. Да, однозначно. То есть мы просто не знаем, что делать, как двигаться вперед. Да, мы привыкли выбирать один путь, может быть, там есть другой. У кого-то, правда, смотрите, перевод повыше, может быть, или кто-то начинает свой бизнес по двойке жезлов, а кто-то с надеждой смотрит на следующий год, потому что уже расписал, распланировал планы. Ну, вот такой вот момент, наверное, какой-то внутренней ностальгии, да, по несбывшемуся, какие-то незакрытые гештальты. Вот эти все родственные связи, наверное, эти обломки ретроградного Меркурия и прочее, как-то сказать о том, что вы удовлетворены сейчас и в каком-то благостном состоянии, ну нет, ну нет. Если вы сейчас на пороге, знаете, изменений, которые связаны с каким-то вашим новым проектом, 100% вылезут установки про страх денег, да, потому что вот еще шестерка жезлов на дне колоды, как вот самозванец.
Ну, страх успеха, денег и прочего. То есть, с одной стороны, мы как бы головушкой понимаем, а в бессознательном все это может сидеть. Хорошо. Что вы должны знать прямо сейчас? Давайте, вы знаете, что посмотрим. Мир проявленный, да, наша материя, и мир непроявленный. Это все вот эта духовная составляющая, поддержка там, допустим, высшей силы, может быть, тонкий план и прочее. Давайте, что в мире проявленном происходит, что вы должны слышать? Ну, в принципе, на самом деле, ощущение, что в мире проявленном вы на хорошем счету. Это королева Пентаклей, да, это женщина, которая готова, там, допустим, к замужеству, если вам это надо, да, это женщина, которую могут выбирать для долгосрочных отношений. Это про успешные инвестиции, кстати, по королеве Пентаклей, да, женщина, которая умеет распоряжаться деньгами, там, вкладывать их. Ну, вот видите, она у нас не мечевая, она у нас пентаклевая, потому что, скорее всего, здесь у нас еще может быть намек на то, что по первому варианту могут смотреть знаки зодиака Земли. Я, конечно, это все не люблю. Мне кажется, что это натяжение совы на глобус, но, может быть, если вам это нужно для сигнификации, пожалуйста. Что у нас еще происходит в материальном мире? Что там наша это королева Пентаклей, которую вы, скорее всего, себя ощущаете? Не хватает ей Пентаклей, да? Ой, слушайте, не хватает Пентаклей, или вот ощущение, что вот ради семьи, возможно, ради там близких, я действительно там готова отказаться от каких-то достижений, потому что все же не хватает какого-то простого счастья. Простого счастья не хватает. Может быть, сейчас кто-то, знаете, как вот такое время, что кто-то нуждается, правда, в вашей помощи, может быть, материальной помощи. Что будет, если вы окажете кому-то материальную помощь? Может быть, это будет благотворительность, да? Может быть, это просто оказание помощи людям, которые что-то не могут сейчас себе позволить, потому что это же как бы время, да, когда небеса открываются. И мы, правда, можем стать немножко волшебниками. Что будет, если вы действительно совершите какое-то доброе дело? А вы достаточно давно, наверное, что-то не делали что-то, каких-то да, важных дел, потому что все-таки туз мечей, вы такие, да. Или, знаете, вам кажется, что да, я и так много совершаю, я и так там вот это всем помогаю, да, потому что мы, смотрите, уходим в состояние сопротивления. Тут, наверное, знаете, какой очень интересный момент, что, может быть, вы-то, конечно, помогаете, но вы как будто запрещаете помогать себе да, взамен, да, то есть мы ограничиваем других людей в плане помощи нам. И это же не всегда там про финансы. Это действительно, может быть, когда нам не хватает каких-то идей и вдохновения, мы это почему-то от людей не черпаем. То есть мы рассчитываем исключительно на себя. Вот здесь вот прям очень сильно хочется уже, чтобы, как это сказать, знаете, пошла свежая энергия, и она, безусловно, пойдет, и вот это добро как бы вернется по отношению к вам. Вот ощущение, что вам действительно нужно запустить какие-то новые процессы, а что-то сейчас перекрыто. Что-то сейчас перекрыто, да, и через то, что вы сделаете доброе дело в мир, такое, какое захотите, какое почувствуете, здесь вот, смотрите, прям открывается, да, может быть, благодать какая-то даже. Что у вас перекрыто? Паж мечей, паж мечей сила, понятно. Здесь просто, видимо, какие-то мелкие паразиты, подключки, присоски и прочее. И получается, что от этого как бы нужно избавиться, да? Запустив процессы, тут, кстати, может быть, знаете, как это осколки магических работ, да, и вот как раз на вот этой благодати, на вот этой чистке, на подключение к более высоким энергиям, на том, что вы делаете добро, да, то есть вот это все от вас начинает отходить. Хорошо, а что на тонком плане-то происходит? Посмотрите, да, на тонком плане ощущение, что вы как будто потеряли с собой связь, но нам уже объяснили почему, да, то есть мы через какое-то доброе дело, мы через что-то, что нам не свойственно по большей части, но через открытую анахату начинаем вытаскивать из себя вот эти десятка мечей. Посмотрите, как нас вот все-таки пробило, да? Пробило, и тут вот ощущение, что, может быть, это могла быть магия. Да, это, кстати, любовная магия, кстати, могла быть. Или на перекрытие отношений что-то. Не всегда же оно про магию. Бывает такое, что какая-нибудь подружка косо посмотрела, раз, знаешь, и все в жизни там, в общем, пошло, да?
чё но это вот как раз тонкий план. Это вот как, знаешь, отпечаток энергетический, который можно считать, и поэтому его очень четко видно, да, четко видно, что же тут кто-то пытался делать. Ну, хорошая карта, семерка жезлов, она не совсем про большое количество энергии, но вот все-таки тут есть момент сопротивления по семерке жезлов, да. Вы что-то для этого делаете, 100%. Вы что-то для этого делаете. Может быть, кто-то сейчас прочищает свой канал энергетически связанный с деньгами, опять же, да. Может, кто-то сейчас увидит наконец-то свой путь, который там похож на предназначение, да. Может быть, кто-то действительно начнет вот к себе уже и своим собственным желанием разворачиваться. А до этого вы как раз могли выполнять какие-то родовые установки. Да? Тут путь к себе, и он начинается, и вы вам хотят это подсветить. Давайте так. А что нужно сделать прямо сейчас, какое заземляющее действие, да, для того, чтобы вся эта информация была вами услышана и как бы воспринята во благо? Свечу зажгите. Свечу зажгите, и пусть это будет обережная свеча, да, каким-то, возможно, может быть, духом, да, если вы ходите в церковь, может быть, каким-то, знаете, я не знаю, что там сейчас, Николай Угодник, да, кто у нас сейчас активно, Санта-Клаус, даже Николай, ну вот, да, туда свечу зажгите. При этом так интересно, что нам предлагают как будто сделать то, что мы не делали раньше, да. Вот мы вроде понимаем, что нас там защищает, а кто именно и как, не хотим это слышать, да, не хотим это слышать. При этом ощущение, что нас действительно пытаются исцелить, а мы пока кусаем руки. Вот так вот. Такая странная позиция была по первому варианту. Двоечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Давайте буквально одной карты. Что там у нас интересного? Вы тут in love, вы влюблены или очень хотелось бы? Потому что рыцарь чаш, это же у нас про подверженность страстям, подверженность эмоциям. Может быть, знаете, кто-то сейчас просит вашего внимания, любви, да? Или как-то видит вас, да? Сейчас посмотрю, что тут у нас рыцарь чаш. Шестерка мечей. Ну смотри, вот здесь вот явно что-то вы сняли, какие-то путы с себя, потому что, да, сложный, конечно, по шестерке мечей путь. Ну-ка смотри, как выход на новый уровень. Выход на новый уровень. Для кого-то это действительно долгожданное событие, когда, например, вот вы действительно хотели, чтобы вот определенный типаж мужчин на вас внимание обращал. Вам казалось, что вы в чем-то не доросли, к примеру, да, или там вы таким мужчинам не интересны. Здесь нам показывает, что вот все мэчится, все срастается, да, вы как будто вот на том уровне, когда вы правда можете искать себе человека как на равных, да, то есть и они, главное, есть, да, есть они как бы в вашем окружении, есть в вашем окружении. Сейчас пойдете в сопротивление и скажете, что нет никого, ну, значит, и останетесь там, где нет никого, да. Есть они как бы в вашем окружении? Да, конечно, однозначно. Вот, как бы по колеснице, может быть, даже прям стремятся, да, может быть, это знакомство с человеком, который там приедет, к примеру, в ваш город, или прям, я не знаю, с другой стороны кто-то вам там мчится, да, несется на крыльях любви. Что вот прям действительно переход на следующий уровень. А если это не касается любовных отношений, то вполне возможно получение долгожданных документов. Вы вообще, давайте так, вот эта ситуация, которая происходит, вы тут рады? Какие эмоции она несет вам? Да, однозначно, потому что вот если эта ситуация происходит, вы понимаете, что человек, на которого вы там возлагали определенные надежды и усилия, да, он вас выбирает, он понимает, в чем сейчас как бы ваши проблемы, задачи, соответственно, потому что здесь на самом деле про вопрос помощи, да, как бы вопрос помощи, и как бы вам действительно помогает, потому что вы хороший человек. Или, может быть, есть по отношению к вам какие-то нежные чувства.
Может, кому-то визу невесты одобрит здесь. Потому что такое ощущение, что вот человек прям издалека, да, и вот смотрите, он прям вам как-то помогает. Опять же, если это просто документы, которые не связаны никоим образом с вашей личной жизнью, ну, просто вот что-то важное. Ну, не всегда ваши документы. Ну, просто вот смотрите, прям получение желаемого, да, и это действительно то, что вы хотите, то, что вы выбираете. Так, и обратите внимание, 2 шестерки, это прям новый путь. А вы понимаете уже, куда двигаться? М-м. Не понимаете пока, куда двигаться, но есть ощущение, что да, вас либо вас натолкнут, либо вы сами натолкнетесь в ту сторону. Уже, да? Уже. Хорошо, давайте, знаете, что посмотрим. Сейчас я немножко смещу карту, потому что они, мне кажется, в кадре не очень попадают. Что не очень удобно. Мы с вами смотрим мир проявленный и мир непроявленный, да, что необходимо вам знать прямо сейчас. Мир проявленный и мир непроявленный, да, то есть в материалке, что необходимо знать, ну и какую-то метафорическую, да, мы с вами получим послание какое-то. В материальном мире что необходимо знать нам? Ну, слушайте, может, вы правда где-то заработались, потому что вот 8 мечей, ощущение отчаяния, кажется, что ничего не происходит, кажется, что очень хочется, да, лечь и, так сказать, немножко, да, уйти в коматоз по 8 мечей. Может, вы тут задолбались, да? Или вам кажется, что ничего не получается? Почему 8 мечей? Давай посмотрим. Ну смотри, как бы 8 мечей и одиночество по отшельнику. Ну тут еще вот какая история. Поскольку здесь старуха, да, в отшельнике, я могу читать все-таки немножко магические, ведьминские силы. И тебе кажется, что твои ритуалы не слышат, да, потому что ты, правда, можешь там немножко колдовать, но при этом материю не проводится это, да? Это так на самом деле? Послушайте, я не потворствую колдовству, я, наверное, еще отвечаю на вопросы многих из вас. Почему-то кажется, что вот я делаю какие-то ритуалы, а у меня это не работает и не срабатывает. Да? Вот ощущение, что у меня как будто связаны руки. Да, потому что ничего не происходит так, как я хочу. Почему такое происходит, что у тебя руки связаны? Потому что на самом деле ты разобраться пока не знаешь, чего ты хочешь на самом деле. Вот она, пожалуйста, карта Солнца. Да, Солнце, Император. Хочешь, чтобы тебе что-то помогли решить? Да, вот ощущение, что ты правда что-то не выводишь, не справляешься, и ты действительно очень сильно хочешь, чтобы тебе помогли что-то решить. То есть тебе очень важно, ты вот что, знаешь, что шаманишь? Бессознательно. Я ж не знаю, что сознательно ты делаешь, ты покровителя себе шаманишь. Покровителя шаманишь себя. И это действительно может быть как божество, да, так как, собственно, человек, который действительно будет помогать тебе решать проблемы. А по отшельнику чуть не очень. Хорошо? Ну, опять же, если мы с тобой сейчас вот совсем про психологию идем, да, про твой событийный ряд, это про то, что я хочу, чтобы меня заметили. Да, что у нас происходит в материальном мире? Нас не замечают и не видят, что мы себя представляем, как нам кажется, по достоинству. Да? Вот что тебе необходимо знать прямо сейчас. И ты сейчас скажешь, да я типа знаю, да, я это все знаю. Хорошо, как люди-то воспринимают тебя? Ну, хорошо же вообще, императрица. Ну, смотри, давай так, не совсем императрица в стадии пробуждения. Вот видишь, здесь у нас 20-й аркан, страшный суд, в общем, и императрица. Либо это про то, что действительно от тебя ждут, чтобы ты такая классная, ты грохнула реальность и на собственном примере показала, что ты крутая крутышка. Но это, скорее всего, ты сама от себя это ждешь.
у тебя не получается разогнаться в полную мощь, понимаешь, в полную силу, а ты действительно ищешь либо людей со стороны, которые тебе это помогут, да, либо какие-то покровители, либо вот через магию, вот, ну, все-таки, знаешь, не до императрицы здесь, да, ты женщина там или девушка с потенциалом, да, с потенциалом, и, может быть, от тебя люди ждут каких-то прям иных, да, проявлений, нежели как ты проявляешься, да, есть такое. Наверное, про девятка пентаклей, наверное, про то, что, как тебе кажется, что в том, что ты делаешь, нет ценности, к примеру, да, вот какой-то момент утраченной ценности, момент потерянной ценности. Хорошо, давай, что на тонком плане происходит? Паш мечей. Это, кстати, атака, правда, могла быть. Да, атака, или ты просто сама себя очень сильно бьешь на ментале. Давай, на ментале ты себя бьешь. На ментале бьешь себя. Ну, наверное, здесь про то, что в твоем окружении есть люди, которые очень сильно подбивают твою самооценку. Да? Видишь, семерка мечей, паш мечей. Это вот есть ощущение влияния со стороны. И что значит, как этот человек влияет со стороны? Так. Это родственники. Родственники, которые говорят, да мы же тебя любить, да мы же тебе добра как бы хотим, да? Туз пентаклей, как бы король чаш. Может быть, в твоем сердечке есть уже какой-то король чаш, собственно, который показывает тебе, какой он классный, крутой, востребованный, реализованный. По факту, видимо, нет. Да? Тебе прям на это намекают. Если ты этому человеку доверишься и будешь ждать от него какого-то совместного результата, ты здесь его не получаешь. Да? Тут, наверное, вопрос в том, чтобы доверять исключительно себе, а не людям, которые со стороны могут там дать сейчас какие-то плюшки. Сейчас, на данный момент. На данный момент тебе нужно понять вообще, что все, что тебе надо, оно есть как бы в тебе. Окей, что за ситуация мы сейчас создаем? Да, мы создаем ситуацию, прям перекрытие полного. Зачем мы это делаем? Мы очень сильно перекрываем себе отношения, взаимодействие с людьми и коммуникация. Зачем мы это делаем? То есть мы сами себя посадили в эту клетку, да? Внутренние выгоды сидеть там о чем? Ты думаешь, что вот люди видят, как мне хреново, и притянут мне руку помощи. Да, то есть, в принципе, вот эта история с этим покровителем, собирательный образ, потому что, в принципе, это все что угодно может быть. То есть я себя чувствую изгоем, я себя чувствую аутсайдером, я очень хочу, чтобы меня позвали играть. Давай, совет я тебя возьму здесь. Что делаем? То есть какое заземляющее действие необходимо сделать, да, чтобы выйти из вот этой ситуации твоей? Заземляющее действие. Вытащить, наверное, мечи из анахаты. И, кстати, здесь еще почему-то мне фраза идет. Я не знаю, пойдем ли мы с тобой в это радикальное прощение, потому что я сильно против этих всех манипуляций. Но тут, наверное, про большое количество негативного опыта, которое накопилось, это нужно все постоянно, постепенно отпускать. И вот если ты отпускаешь это все как плохое кино, да, что происходит, да, у тебя совсем по-другому начинает разворачиваться твоя жизнь. Вот так вот. Поиграем, да, в очищение анахаты. Я же не знаю, холодным, горячим душем. Ну, вот такая история. Так, троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Сейчас посмотрю, что у вас на прямых позициях. Так. У вас что?
Ну, либо вы сейчас понимаете, что необходимо как-то резко действовать, потому что боитесь, что что-то не успеете, да, рыцарь мечей. Либо, правда, в вашей жизни могут очень резко происходить какие-то события, да, на которые вы не знаете, как реагировать. Сейчас посмотрю, с чем связано. Что рыцарь мечей бывает еще что-то достаточно болезненное, да, направленное, болезненное, заведомо болезненное для вас. О чем это? Ну, смотрите, вполне возможно, это, конечно, не башня, но это ситуации, которые могут быть связаны с вашей работой. Да, те, которые вы не можете контролировать сейчас, резко, да, резко вас могут призывать к ответу, как императора, да, как хозяина своей жизни. За какие-то, знаешь, как сейчас скажу, несанкционированные удовольствия. Да, несанкционированное удовольствие, где-то мы действительно по девятке чаш прям ушли из состояния контроля и стабильности, да, в состояние просто кубковой такой радости немножко. И вот эта вот вся вот эта кубковая радость, она, знаешь, как грозит рассыпаться именно по той причине, что там, скорее всего, это, знаешь, как я хочу жить так, как я хочу, без всяких обязательств и обстоятельств, вот по девятке чаш. Тут немножечко про отсутствие опор все-таки, да. Сейчас на что у нас отсутствуют опоры? Ну вот, пожалуйста. На серьезность, на какую-то базу стабильную, на финансовую, может быть, базу стабильную, да, потому что мы как-то все это пускаем на самотек. Вот, мы это пускаем на самотек. Так не надо. Так не надо. И как вы себя в этом всем чувствуете? Да хочется, наверное, уйти в позицию шута, ни за что не отвечать. Да я дурочка, да, ну, моя хата с краю, да. Шут, десятка мечей. При этом, знаешь, вот есть ощущение, что мы не можем себе позволить расслабиться, да, потому что как только я потеряю контроль и бдительность, все пойдет по звезде. Все пойдет по звезде. Вот если это про партнерство, здесь кто-то недостаточно включается в работу. Только один человек включается в работу, к примеру. Или, например, вы там бухгалтер, да, и надо вывозить какой-нибудь годовой отчет, и то есть вы прям переживаете и очень тщательно к этому относитесь, а ваша коллега, например, спустя рукава относится, да, как бы страдает оба, потому что она не выполняет часть своей работы так, как надо, да, и там вы бы, если бы она выполняла часть своей работы как надо, не обязательно бухгалтерия, неважно что, то как-то вы могли бы быть более спокойны. А так вам кажется, что постоянно, знаете, какие-то палки в колеса, да? Как будто кто-то заведомо прям вставляет вам палки в колеса, вы немножко даже параноите по этому поводу. Ну ладно, давайте смотреть, что же происходит. Не хватает, да, от кого-то ответственности, может быть, даже где-то от себя, мы это не хотим видеть. Чужую безответственность мы видим, и свою чуть не очень. Хорошо. Еще есть ощущение, что кто-то прям, знаете, как на дурака пользуется вашими ресурсами. Прям человеку нормально. Ладно, что нормально было, да? Это мир проявленный, а это, соответственно, не знаю, тонкий план, астрал, короче, прочее. То есть здесь у нас будет информация, которая касается проявленного мира, здесь не проявленные. Кто-то к вам собирается приехать или какая-то встреча? Что вы должны знать-то прямо сейчас? О чем здесь у нас колесница? Да, это сложный путь, может быть, из другого города, из другой страны, соответственно. Это, знаешь, как вот прям должен быть, правда, переход на следующий уровень, и с чем он связан? Тут прям открытие дорог. Ну, слушай, какая-то любовная история, может, правда, свидание, да, с человеком. Так что здесь нужно знать-то вообще, да? Что это все не за горами или что? Четверка чаш. Что кто-то действительно мечтает о встрече с тобой очень сильно, прям, не знаю, может готовиться к этой встрече, да, смотри, четверка чаш, как бы семерка чаш. Может быть, конечно,
кто-то очень сильно устал ждать. Но если этой встречи еще не было с человеком, вполне возможно, что вы, знаешь, как предвкушение одно, а по факту, может быть, какой-то момент разочарования. Давай, а что мы должны знать про эту встречу, про это свидание, кстати? Что мы должны здесь знать? Паж жезлов, карта мира. Слушай, и что-то может получиться, вполне возможно, даже какая-то интересная, хорошая дружба. А ты как будто саботируешь, знаешь, вот, может быть, есть люди, с кем тебе вроде как давно надо встретиться, но ты такая там, да, работа, да, неинтересно, да, он типа младше меня, да, что с ним взять, вот, да, тут какие-то такие внутренние страхи. Но при этом, смотри, здесь может получиться вот что-то интересное, да. Повешенная 8 жезлов, ну, это, знаешь, когда есть какой-то человек, да, но при этом мы сильно не видим перспективу его, а вдруг она там есть. Вдруг она там есть, потому что, в принципе, тут человек может попытаться доказать себе, что не нужно списывать его со счетов, что он такой, ну, перспективный, да, умненький, да, потому что он там и король мечей, и такое все. Но тут, наверное, вопрос в том, что что-то он энергетически, видимо, не дотягивает, и вы как-то сбрасываете его со счетов, а он при этом какой-то перспективный. Ну, что-то такое. Что-то такое. И как он что-то... И он к вам как? Он к вам? С таким человеком должна встреча состояться. А он к вам как? Карта Солнца. Очень прям мечтает, скорее всего, в этом пути. Тройка пентаклей, да, потому что здесь у нас уже про какой-то, знаешь, прям сбычу мечт немножко, да, и про отношения, потому что тройка пентаклей это все-таки у нас карта отношений. Хорошо. У человека сейчас нет в твоем пространстве, я не знаю, другая страна, там другой город. Потому что вот высшие силы еще говорят, да, не время, не время. Но будет все. Будет все, потому что вот чуть-чуть и откроются дороги. Как будто дверка клетки открывается, знаешь, и птицы вылетают. Так интересно, слушай. Вот как будто вот птицы, которые твои, вот которых нужно, не знаю, как-то покормить, или вот которые в любви нуждаются, ты вот как будто их не видишь, их в клетке закрыли, но здесь получается, что клетка открывается, и ты видишь, как много у тебя птиц. Что-то такое прям. Может, это мужчин касается? Что, какие-нибудь венцы безбрачия снимали? Рыцарь жезлов. Ну, такое ощущение, что вам что-то подсвечивает. Хорошо, ладно. Так, давайте на тонком плане что происходит? А на тонком плане все достаточно хорошо, потому что кто-то у нас что починил? Да. И Анахату из Сватхистану? Императрица. Чья вы там королева там? Смотрите, вот на тонком плане точно есть покровители, а если покровитель, то это, скорее всего, мир демонический больше, чем английский, но это так все просто вам. Угу. Да, есть такое. Есть такое. Тут прям на хорошем счету. На хорошем счету. Ладно. Давайте, какие нам необходимо сделать четкие проявленные, да, действия для того, чтобы вот эта ситуация, которую мы рассмотрели для вас по третьему варианту, стала для вас абсолютно очевидной, да, и материализовалась в вашей жизни. Так, чистимся, да, еще. 7 жезлов, 8 жезлов. Вот такое ощущение, что вы как будто сами шансы закрываете для себя, да, здесь. Как будто вы сами боитесь увидеть перспективы, как будто вы сами боитесь увидеть, что действительно человек ради вас может что-то преодолеть, какие-то препятствия, что это дорога, может быть, или, знаешь, как поездка, которую ты не планируешь, но при этом вот если тебя приглашают, то достаточно неплохо все. Надо. Да, надо ехать, надо брать, как бы надо поднимать свой зад красивейший, потому что здесь по 7 жезлов, да, не очень легкая история, но это перспектива. Перспектива на успех. Да, будут вполне возможно трудности, но здесь как бы надо понимать, что по 8 жезлов, да, шансы не за горами, да. Только те, кто любит труд, октября там и зовут. Что делаем по 7 жезлов для того, чтобы этот успех пришел?
Так вот, все-таки, видимо, идем-то, да, в партнерство, в отношения, да, двойка чаш, королева мечей. Да, все-таки начинаем открываться этому миру, выходить из состояния королевы мечей, да, из состояния жесткого контроля, да, в ощущение доверия. Вот, пожалуйста, пробуждай свою императрицу. А то, знаешь, получается, что у тебя, типа, на тонком плане вся такая проявленная, чакры ты подчинила и прочее. А что касается материи, что ты, собственно, делаешь, чтобы все эти скиллы, ну, они у тебя работали? Ничего не делаешь. Да, только она обижена на всех. Я ж такая умная вообще, да. В состоянии головы живем. Вот, сейчас бы практики сказали, вот, конечно, прям у тебя в твое эго так насрано, так насрано. Ну да, здесь насрано в эго. Вот. Я не могу говорить, что нужно избавляться от эго, потому что любой хороший психолог вам скажет, что это невозможно и не нужно. Тут, наверное, про немножко снизить степень важности со всего происходящего. Понять, что какой-нибудь shit happens. Ну, со всеми, соответственно, что теперь делать, да? Идем дальше, живем дальше. Вот такое вот послание было по третьему варианту для вас. А с вами была я, ваша нейроведьма.